Ребята, всем привет! Сегодня хочу показать, с чего можно сделать планктон, будучи вообще не подготовленным к рыбалке. Если так получилось, что вот захотелось пойти на толстолоба, но, как говорится, не с чем. То есть вот сейчас покажу тебе сначала обзор на подручные вещи и детально расскажу, что это такое. Да? Это мы сегодня не берем. Это из запасов, но это на следующей рыбалке. На следующем видео я вам покажу, что из этого можно сделать. Это прессик для производства планктона и подручные средства. Итак, семечко. Обычная подсолнечная семечка, она просто была в наличии. Я ее перемолол, получилось ровно 250 грамм. Это был рис. Сейчас это рисовая мука. Это то, что по закромам нашлось и не требовалось к покупке. Печенька. На самом деле эта печенька, скорее всего, умерла от старости, но поскольку выбрасывать я ничего не склонен, а хороший холодильник может это сохранить немножко дольше, то вот она. Хлеб, либо сухарь. С ними я вам покажу, что делать в следующий раз, когда буду снимать видео, как сделать планктон, когда у тебя вообще ничего нет. Да, вот ты заходишь домой, открываешь холодильник, а там кусок зачерствелого хлеба. И все. Это будет следующее видео. Кому интересно, понравится это видео, я вам тогда покажу, что можно сделать еще. Итак, сухое молоко. Это может быть детское питание, это может быть сухое молоко, это может быть даже смесь обычной муки, пшеничной муки, с молотой сахарной пудрой. Не поверите, обалденный эффект получается. И для того, чтобы эта смесь потом, когда вы ее положите в воду, не превратилась в клей, нужно добавить вот это. Маленький лайфхак. Где-то столовую ложку. И вот это. Если все пробовали делать, это плюс вода. Вот, кто не пробовал, получается шипучка. Кто пробовал из людей постарше, те помнят, какой эффект она дает. Другая аналогия — таблетка салпадаина. При попадании в воду она превращается в шипучую смесь. И вот если в конечном итоге добавить к сахарной пудре, которую я выше говорил, и муке, соды и лимонной кислоты, она не будет давать, она будет держать массу, но она не будет превращаться в клей, она будет отваливаться и достаточно неплохо пылить вместе с остальным составом. Итак, этот раз мы замешаем следующий. 250 грамм семечки, которая превратилась в а-ля макуху. 250 грамм черстого перемолотого печенья. 250 грамм рисовой муки. Дальше 250 грамм гороховой муки. В принципе, можно, опять же таки, перемолотить горох, у кого есть, либо достать из закромов готовый. Роемся дальше. 250 грамм кукурузной муки. История та же. Может быть обычная кукуруза, которую пустить на кофемолку, с нее получится мука. Все это отложим. Теперь мы это дело будем сеять. Есть у меня вот такая кружечка. Кружечка, видите, там с мерным маркером она идет. Так, мы сейчас его и отмеряем. Ложим сюда, чтобы не просыпалось. И поехали.
где-то должно быть плюс-минус. Так. У нас получается, это нужно еще досыпать. Так, теперь мы это дело просеиваем. Итак, получилась просеянная масса. Теперь то же самое делаем с печенькой. Давайте только возьмем немножечко другую форму для просеивания, потому что так будет, я думаю, быстрее. Ложим сюда сито, засыпаем печеньку. Бытует мнение, что просеивать не обязательно, и что при любом раскладе технопланктон будет растворяться. Скажу так, это является верной трактовкой, но все зависит от того, какой рецепт вы берете. Другими словами, если вы берете планктон, который должен давать муть сверху вниз, то бишь быть на небольшой глубине, это будет неправильно. Если вы берете планктон, который будет работать со дна по принципу гейзера, тогда можно делать так. Задача наша — это сделать, чтобы была максимальная муть. Максимальная муть возможно с очень мелким помолом. Только тогда это будет работать эффективно. Замечу, что не столь важно количество времени, в котором будет стоять это все в воде, сколько эффект. Да, то есть как работает технопланктон. Он создает облако мути, пыли так называемой. Почему на него реагирует рыба? Потому что когда толстолоба запускают в водоем, его запускают с одной целью — чистить водоем. Что это значит? Когда на поверхности воды плавает ряска, либо зеленая такая, если там кто видел, вода, которая такая цветущая, такая, знаете, которая дает кислотный противный цвет. Вот если вы поближе присмотритесь, это вода, которая в себе содержит очень большую концентрацию продуктов цветения водорослей, которые дают специфический мутный цвет. То же самое происходит у берегов, когда вода подмывает берега, особенно глиняные берега, либо когда идет паводок. Вот вы видите специфическую мутную воду. Вот ради эксперимента вы можете даже взять обычный кусок глины и бросить его в воду. Вы посмотрите, что такое муть. Это дает ровно тот же эффект. Также может аттрактантом по мути служить обыкновенный мел. Вы берете мел и добавляете его в технопланктон. Будет по сути тот же эффект. То есть вот основной посыл технопланктона. Когда толстолоб подплывает, он ориентируется на муть. Но для того, чтобы толстолоб подплыл, первое, что нужно сделать, это дать ему запах, чтобы у вас было не некий метод выуживания, там, высиживания, выжидания, когда там рыба подплывет, а чтобы было адресное попадание вашей приманки в область, где водится толстолоб. То есть это запах. Как показывает практика, толстолоб очень неплохо слышит запахи. И если правильный запах совмещается с облаком мути, это именно тот эффект, на который ведется рыба. И здесь не важно, то есть стоит у вас приманка там 4 часа, либо она стоит 30 минут. Из практики скажу так, то есть если по логике подумать, если у вас бочоночек в воде долго не раскисает, рыба точно так же к нему долго не подплывает.
Если у вас бочонок попадает в воду и начинает давать облако мути, начиная там со 2 минуты, соответственно таймер пошел, отсчет пошел, когда ваша приманка дает эффект. Поэтому задумайтесь об этом, когда выбираете консистенцию создания технопланктона самостоятельно, либо когда его покупаете где-то на рынке, либо в магазине. Обращайте на это внимание, что не всегда важно, когда конкретно приманка сработает. Обычно планктон, который долго не размывается, берут на ветреные водоемы, потому что при наличии сильной волны эффект удваивается на ваш бочонок. Соответственно, если у вас идет как бы волна, ну, давайте начнем с того, что волны вообще как бы толстолоб достаточно плохо берет и достаточно плохо ловить. Да, но тем не менее есть места, где есть постоянный ветер, что является нормой для такого там водоема, либо там расположения. И тогда это не влияет особо сильно на клев рыбы. А бывают места, когда просто погода, вот такая погода ветреная, да, то есть это, и вы когда берете бочонок, который, условно говоря, в тихой воде размывается там 30-40 минут, либо час, и бросаете его, если еще и течение плюс ветер, он раскисает за 20 минут. И немного шансов, что вот прямо в этот момент будет какая-то поклевка. Соответственно, как бы тут нужно выбирать баланс и иметь в наличии разные варианты технопланктона, когда вы идете на тот или иной водоем, в ту или иную погоду. Вот. Но это уже для такого, знаете, более прицельного варианта, а для людей, которые просто собираются пойти на рыбалку, у них нету с чего приготовить планктон по ингредиентам, как многие люди говорят, но тем не менее есть какая-то там кучка круп и всего такого. Вот именно это видео я для этого снимаю, что не обязательно иметь там адресные ингредиенты, да, чтобы получился у вас достаточно там неплохой вариант. Потому что рецептов на самом деле куча. Вот. Почему берут разные сорта муки? Это баланс клейкости, баланс вкуса, баланс мути и баланс времени, да, то есть который там ваш бочонок проведет в воде. Вот поэтому берется комбинация. Но что все остальное, если, собственно говоря, мы берем обычную там пшеничную муку, вы получите тесто. Вот и все, вот что вы получите. Вам тогда нужно будет туда впихнуть целую кучу соды, но на выходе вы получите отвратительный вкус и скорее отпугнете вашу рыбу, нежели ее приманите. Вот, поэтому как бы пропорция тут убирается такова. То есть в среднем я беру по 250 грамм каждого. Порцию делаю небольшую, с ней я в принципе планирую вечером также выйти попытаться что-то поймать, чтобы показать вам результаты этого. Поехали дальше. Дальше гороховая мука. На самом деле это самый важный ингредиент. Во-первых, горох это просто джекпот, да, то есть для семейства карповых, карасей, амуров и в том числе толстолобов. По наблюдениям, что я замечал и что я лично пробовал, если мы берем горох, который уже старый, то бишь желтый классический горох, он будет давать отличную муть, но его меньше любит рыба, нежели зеленый горох. В нашем случае здесь желтый горох, да, потому что у меня зеленого просто не было в наличии. Но если у вас будет возможность купить зеленый сухой горошек, перемолоть его, через кофемолку сделать с него муку, она будет зеленого цвета у вас. Рекомендую, воспользуйтесь лучше этим вариантом. Он намного более эффективный в данном случае. Просеиваем. Видите, какую муть он дает, даже будучи в воздухе. Это дым получается. Представьте, что происходит, если он находится в воде. Видите, что творится? Вот он, дымоход. Так, есть.
получается слоями. Следующий, поехали. Варим молочко. Как я говорил, берем все по 250 грамм. По крайней мере, не в плане веса, а в плане наполнения консистенции, то есть объема. Потому что разные ингредиенты имеют разный вес. Нам нужно, чтобы они плюс-минус были одинаковы по объему. Так, из кукурузы у нас закончилось. Ну ладно, тогда распакуем готовый. У меня перед этим была молотая, обычная кукуруза. Пока жена не видит ворованную у нее со шкафа. Кукуруза, она дает разрыхление. У нее с клейкостью не очень, а вот разрыхление идеальное. Ну и плюс кукурузу вообще любит тоже семейство парковых. Сеем. Все. Вот, собственно говоря, и все наши ингредиенты. Простым способом. Видите, как он пылит на воздухе. Запах у нас получается комбинация. Печенька была медовая. Вот. И с добавлением семечек, то бишь макухи, у нас получается такая... Сюда, по сути, даже ароматизатора больше никакого не надо. Все, то есть у вас, по сути, готовая консистенция, на готовый абсолютно продукт. Останется ее только спрессовать. Хорошенечко перемешиваем, чтобы нигде ничего не осталось у нас в комках. Все. Так, не планировал снимать сегодня видео, поэтому все делается с телефона, пока камера заряжается. Так, все. По сути, как бы теперь можно давить. Давайте теперь еще раз рецепт. Итого, что у нас здесь есть. Первое. 250 грамм молотых семечек, то бишь макуха. 250 грамм молотой печеньки. Любую выбирайте, только чтобы там не было никаких комков. Если вы молите на кофемолку, то берите желательно какое-то там рассыпчатое, да, то есть которое дает запах либо молока, либо меда, либо что-то в этом духе. Ни в коем случае не используйте никакие начинки, там а-ля повидло, варенье и т.д. т.п., то есть которые обычно есть там в печенье нестандартно. Берите обычное там к чаю или еще к чему-то. Ну, это если вы решите все-таки брать на вооружение именно этот рецепт для постоянной готовки. Я его сделал таким только потому, что, в принципе, выгреб все то, что уже либо зачерствело, либо не используется, для того, чтобы, в принципе, показать, что можно сделать его практически с чего угодно. Так, еще раз. 250 грамм макуха молотая, 250 грамм печенька молотая, 250 грамм рисовая мука, 250 грамм гороховая мука, 250 грамм кукурузная мука и 250 грамм это сухое молоко. Вместо сухого молока, как я говорил, вы можете взять муку плюс сахарная пудра.
Но если вы все-таки делаете такой вариант, нет у вас сухого молока, то обязательно добавьте соду и лимонной кислоты, чтобы у вас вместо клейкой массы она растворялась в воде. Это, в принципе, скомпенсирует. Эффект будет практически один и тот же. Вот такой вот у нас получился рецепт. Ароматизаторов, как я говорил, я никаких не добавляю больше, потому что этого более чем достаточно. У нас получится комбинированный вкус, ну, что-то среднее по аромату между топленым молоком и семечкой, то бишь макушатник. До того, как появился технопланктон, толстолоба кое-как ловили на макушатнике. И достаточно неплохо. Отдельно, как поймать на макушатник толстолоба, расскажу в следующем видео. Это своеобразный old school. Многие говорят, что это хуже, чем технопланктон. Не соглашусь. Зависит от поры года, от даже конкретно месяца, от водоема, от насадки и от способа, как вы эту снасть монтируете и отправляете на дно. Либо не на дно, либо на вес. В общем, об этом в следующий раз. Итак, теперь мы все это дело будем рисовать. Форма классика. Конус. Вот такая вот у нас она идет. В принципе, я обычно делаю бочонки грамм 50. Вот. Но были случаи, когда нужно было делать больше. Сама форма позволяет делать 80-граммовые, 100-граммовые бочонки, большие достаточно. Использовать их нужно тогда, когда вы идете на водоем с определенной трудностью заброса. Что я имею в виду? Когда вы не хотите часто его перезабрасывать. И когда вам нужно сделать определенную массу, да, то есть если у вас, например, там длинная снасть, и вы можете при помощи веса там достаточно точно засандалить прикормку, да, то есть и вы не используете груз, если это особенно там водоем, состоящий водой, то такие бочонки, они достаточно эффективны, потому что одного вы можете, в принципе, использовать на достаточно большое количество рыбы, да, в зависимости от того, то есть какой степень клёва происходит. Потому что растворение такого бочонка в среднем где-то занимает 2 часа. Но за эти 2 часа он дает такой поток мути и пыли, что отработало бы в обычном раскладе там несколько таких бочонков. То есть тут смотрите как бы по себе. Сколько там натрамбовали, столько получается. А мы же сделаем примерно 50-граммовые. Так как я и хотел изначально. Так, итого насыпаем. Будет, наверное, лучше видно. Так, получается вот так. Вот у нас. Получается вот у нас форма. Ее мы аккуратненько ставим на постамент, чтобы она была у нас практически ровной. Да, то есть и делаем что? Засовываем трубу и начинаем прессовать. Пока меня дозагнали, вы скажете, а что делать, если нету пресса? Вот как, собственно говоря, да, то есть, ну, смотрите, если у вас нету ни пресса, ни формы, даже без пресса, вообще ничего, то приготовить технопланктон вот в таких условиях будет достаточно проблематично, да, то есть там нужна совсем другая технология. Но в то же время, если у вас пресс есть, ну, точнее так, неправильно. Если у вас пресса нет, но вы хотите, чтобы у нас появился, то очень легко это сделать. Из чего он состоит, да? Ну, станина, я думаю, что несложно сделать. По сути, тут
Очень простая технология. Две ножки, вот одна другая. Поперечный поддон на то, чтобы можно было поставить поршень. Вот это основной компонент. Это домкрат гидравлический. Все, то есть все можно купить в любом абсолютно магазине. Даже, ну, я покупал лично в автомобильном магазине, да, то есть вы можете взять в другом, там, стройтоварах, в автотоварах, либо просто как бы погуглить в интернете и в конце концов заказать его вместе с доставкой. Платформа. Платформа нужна для того, чтобы каждый раз этот насос не опускать вниз своими силами. Для этого вешается две пружины, одна сюда, а вот с другой стороны. И они сами, по сути, будут опускать, когда вы стравите. Сейчас покажу дальше. Ну и сверху блок, который, по сути, это все упирается. И работает это следующим образом. Главная задача, то есть важно, никаких водяных смесей здесь нету. Это полностью сухое порошковое вещество. Соответственно, для того, чтобы оно не рассыпалось, нам его нужно спрессовать. Причем спрессовать конкретно. Спрессовать таким образом, чтобы на выходе у нас получилась очень концентрированная масса, которая в воде не раскиснет. По крайней мере, сразу. Все. Дальше не идет. Соответственно, стравливаем воду. Видите, он сам опускается вниз. Делает за вас работу. Теперь что мы делаем? Переворачиваем. Видите? У нас готовый блочок. Мы его переворачиваем. Держим ногами. Уж извольте, одна рука занята. Будем извращаться. Достаем. Видите, что у нас получается. А теперь получился вот бочоночек. Полностью готовый. Все. Форма для ловли. Вот что мы на него поймаем, завтра вечером посмотрим. Досмотрите видео до конца. Там будем смотреть, как он отрабатывает. Так, вот наш планктон, который мы делали. Это семечко плюс печенька. Вот на нее мы будем завтра пробовать что-то ловить. Так, для наглядности, вот еще с прошлый раз поставалось. Есть у меня камыш. Попробуем посравнивать плюс-минус. Это у нас горох. И также топленое молоко. Это самое большое по размеру. В общем, попробуем, на что из этого дела лучше будет клевать на дикой речке. Не первый раз я уже туда хожу, но первый раз, по сути, в этом году. Вот будем смотреть. В общем итоге в конце видео увидите. Пробуем планктон собственного производства. Немножко недалек, есть большой шанс, что корягу поймаем. Такое надо пробовать. Вот приехали на такое место. Первая заброска это с камышом. Хорошая речка. Стали на повороте. Здесь должна быть яма. Как река называется, Игорь? Рось. Корос. Рось. Река Рось. Мы не одни. Еще кто-то в такую жару.
Ну, ждем. Пробуем сейчас тяжелую насадку, она в 2 раза тяжелее, чем стандартный заводской вариант. Прям под берег. Как раз куда хотели. Проблема этого места в том, что клюет обычно ближе к кустам, потому что они там кормятся. Но вот достать его после поклевки — это уже дело другое. То есть высокая вероятность, если даже что-то клюнет, оно там и останется. Ну, зато проверим. Еще осталось у нас 2 снасти. Будем сегодня ловить на 4 удочки. Мы закинули на молоко, топленое молоко. Какое? Топленое молоко. Закинули 4 снасти. И вон наш дальний. Сделали себе небольшой зонт. Теперь ждем. Вот тут уже поплавок гуляет. Потихоньку его начинает бить малек, возможно, а возможно уже и толстолоб. Ждем. Это очень мелкое. Первая добыча. Ну, не то, на что рассчитывали. Ну нормально. Лещ. Лещ на планктон. Есть. Не совсем маленький. Это экзотика. Да, на планктон. Кстати, клюнул на гороховый планктон. Ну вот как-то так. Ну, довольно. А ну-ка. Где-то маленький, в принципе, грамм 300. Это больше, наверное, грамм 400. 300-400, да. Вот так. Ну, порядок. Есть первая. С почином его. Постоянно клевала, поддергивала на крайнюю правую. Подклевывает. Снасть простояла буквально 5 минут на горох. Опа-опа. Вот он. Нужен подсак здесь. Подсак, давай. Так, стой, я пойду.
Вот он, небольшой, килограммчика на 2,5. Бежал. Одного проїбали, другого зловили. Наскільки проїбали. Ну, погоняли. Та за... Це на 2,5, це десь 3. Ну, 4. Цю снасть вообще немецкий хрест. Давай его сначала достанем, наверное. Он уже почти идет цепляемся. Я думаю, единственное, наверное, сначала надо сетку достать, а потом его запахать. сначала что? Сетку, потому что он может не свойство въебывать Давай. в самый неподходящий момент. Берете, голову протикаєте і все, він вже не дергається. Жалко. По итогам рыбалки получилась у нас следующая картина. Поймали одного леща на гороховый планктон. Был сход тоже на гороховый планктон. Всего было 3 бочонка. В итоге отработало из них 2. Не успели заснять даже поклевку, потому что поплавок стоял, ну, легенько пошатывался, потом резко пропал. Когда потянули, ушло в корягу, и на этом все закончилось моментально. Даже не успели как бы добежать до телефона, взять, чтобы показать вам, в принципе, от поклевки до обрыва. Вот. И одного толстолоба поймали как раз на семечко плюс печенька. Вот, поклевка тоже была очень резкая, то есть, по сути, поплавок подергивается, потом такая небольшая пауза и просто исчезает, вот, моментально, просто поворачиваемся, его уже нету, в конечном итоге, ну, момент поклевки засняли. Не удалось проверить, как отработал камыш, был всего один. Вот, ну, отдельно как-то сниму видео, просто покажу. Вот мы как раз когда ехали, нарезали камыша, это уже получается мы немножечко его даже подсушили, там полностью высохнет, я его буду молотить. Вот, и сделаю отдельно зарисовку на ловлю на камыш. По идее, из практики, да, то есть это самая уловистая насадка, которая только существует на толстолобу. Ну, это мы проверим. Это пока что только в теории. Вот, а из практики будем посмотреть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть, какую рыбу, на что. В общем, ждем ваших теорий, а мы их обязательно проверим. Счастливо!